Итак, коллеги, здравствуйте. Рада приветствовать вас на нашем вебинаре. Мы сейчас пару минут подождемся, пока все подключатся, и предлагаю это время не терять зря и проверить нашу связь, как нас слышно, видно. Прошу дать обратную реакцию в чате, чтобы мы могли это понять. Так, прекрасно. Вижу уже первое сообщение, нас видно, слышно. Всем удачного дня. Так, давайте, пока все еще подключаются, мы немножечко обсудим, как будет проходить наш вебинар. Он будет состоять из нескольких блоков. Первый блок – это будет функционал системы измерения уровня сыпучих продуктов. Далее мы с вами обсудим особенности и преимущества, что в себя включает система и ее уникальность. Далее познакомимся с конфигуратором, интерфейсом, рассмотрим, как происходит настройка датчика. И, соответственно, в процессе презентации прошу сразу, наверное, задавать вопросы, и по ее окончанию мы с удовольствием на них ответим. Так, я вижу, что у нас подключившихся все больше. Это прекрасно. Так, все отлично, прекрасного дня. Итак, надеюсь, уже большая часть к нам присоединилась. Предлагаю начать. Так, еще раз здравствуйте, друзья, коллеги. На связи компания Миелта. Меня зовут Мария, я являюсь коммерческим директором компании, и на сегодняшнем мероприятии я буду вашим модератором. Рядом со мной Дмитрий, это технический специалист компании Миелта. Он будет с радостью отвечать на все технические вопросы касаемо нашего нового продукта. Так, вебинар наш касается сегодня мониторинга урожая с помощью системы измерения уровня сыпучих продуктов. Недавно наша компания выпустила не просто датчик, а систему измерения уровня сыпучих продуктов. И как раз-таки сегодня мы подробно о ней вам расскажем. Так, прошу прощения. Все телематическое сообщество, начиная от производителей оборудования и разработчиков программного обеспечения, заканчивая интеграторами, работает над тем, чтобы конечный потребитель получал данные, на основании которых он сможет принимать управленческие решения. То есть данные должны быть валидными. Процесс создания данных – многоуровневый процесс, и если на одном из этапов произойдет сбой, то данные будут некорректными, а решения неверными. Самый базовый уровень данных – это сбор с помощью железа. Уже потом данные обрабатываются и передаются в систему мониторинга. На сегодняшний день существует множество систем класса ERP, которые могут обрабатывать данные и строить аналитику из существующих. Однако все они работают корректно только при условии валидности входных данных на начальном уровне. Более того, возможности обработки данных возрастают, как и потребности конечных потребителей. С каждым годом для принятия решений они хотят получать более качественные, более специализированные данные. Но есть оборудование, если оборудование не может получить эти данные, то не поможет ни программное обеспечение, ни работа интегратора. То есть железо должно идти в ногу со временем и отвечать всем потребностям конечных клиентов. Исходя из этого, компания Миелта разработала и выпустила систему контроля сбора урожая. Система измерения уровня сыпучих продуктов Миелта Harvest предназначена для автоматизации контроля и учета сыпучих продуктов. Данная система адаптирована для монтажа в бункеры и кузова зерноуборочных комбайнов и перевозчиков. Рассмотрим подробнее состав системы Миелта Harvest. Передаю слово Дмитрию, который как раз-таки нам о ней расскажет. Доброго дня, коллеги. Система состоит из двух измерительных модулей. Почему называется системой? Потому что это не один какой-то конкретный датчик, а это система из двух датчиков, модулей, которые реализуют линейный емкостный метод измерения. Алгоритм измерения и калибровки рассчитан на периодическое заполнение и опустошение емкости бункера, кузова и так далее. Как я уже сказал, система состоит из двух модулей: верхний модуль и нижний модуль.
Каждый из модулей имеет два сенсора. Это линейный сенсор и концевой. Линейным сенсором является линейный электрод, который располагается вертикально, а концевой сенсор находится в корпусе модуля под крышкой. Модули связываются между собой кабелем для питания и передачи данных. Нижний модуль монтируется, соответственно, в нижней точке бункера, недалеко от выгружного шнека, и имеет линейный сенсор, направленный вверх. Концевой сенсор должен полностью освобождаться при выгрузке продукции. Верхний модуль монтируется в верхней части бункера на стену или неподвижную несущую конструкцию, перегородку или какой-то силовой элемент, чтобы гарантировать накрытие концевого сенсора при заполнении бункера продукции в большинстве случаев работы комбайна. Настройка системы производится с помощью программного обеспечения, так называемого программы конфигуратора, через интерфейс RS-485. Для этого, как показано на рисунке, нам необходим преобразователь из USB в RS-485. Это очень широко распространенный преобразователь среди оборудования для мониторинга. Непосредственно персональный компьютер, ноутбук и источник питания, который может служить бортовая сеть, аккумулятор, там, что угодно. Программа конфигуратора выглядит следующим образом. Она предназначена для работы в среде Windows на персональном компьютере. Имеет всего две закладочки. Закладка «Общая». Конфигуратор отображает информацию о данном модуле, серийный номер, адрес, дату выпуска, версию программного обеспечения и состояние концевых сенсоров, а также показывает сырые необработанные значения измерителей для оперативного контроля при введении в эксплуатацию. Также здесь настраиваются параметры для блоков, такие как соотношение сегментов сенсора верхнего модуля. Это верхний сегмент линейного сенсора и нижний сегмент линейного сенсора. Также имеется сервисная закладка, которая служит для обновления программного обеспечения, перезагрузки, удаления калибровочных данных. Ну, собственно, и все. После монтажа и первичной настройки системы, которая включает в себя установку сетевых адресов и измерение и внесение пропорций линейного сенсора для верхнего модуля, происходит при выезде в поле комбайна, происходит первичное заполнение бункера продукции, которое служит для первичной калибровки системы. В данный момент система не выдает показания, а только лишь использует их для расчета калибровочных параметров. Как только первая загрузка бункера будет завершена полностью, происходит выгрузка бункера полностью тоже, и вторая загрузка бункера уже активирует систему, и система выдает уровень в диапазоне от 30 до 4095. Это стандартный LLS протокол, широко распространенный в системах мониторинга и поддерживается любыми трекерами и терминалами. Далее каждое заполнение бункера до уровня верхнего модуля будет автоматически обрабатываться системой как калибровка. Автоматическая калибровка также позволяет системе адаптироваться к изменению параметров, главным из которых является влажность продукта, так как диэлектрические свойства продукта, которые используются в емкостных сенсорах, меняются от влажности, от сорта культуры, от размера зерен и так далее. И это все влияет на показания емкостных датчиков, и наша система каждый раз при загрузке автоматически вносит корректировки
при изменении вот этих всех параметров. Таким образом, от загрузки к загрузке показывается реальный уровень заполнения бункера, независимо от состояния продукта в этом бункере. Так, ну я предлагаю рассмотреть преимущества системы Melt Harvest, одним из которых является как раз-таки вот автоматическая калибровка, о которой говорил Дмитрий, исключающая влияние влажности на показания уровня. Относительная погрешность системы не более 3%, а глубина бункера может достигать 5 метров. Сгибаемый электрод повторяет форму бункера и позволяет производить монтаж на складные борта. Подключение производится по интерфейсу RS-485, а данные передаются по общепринятому протоколу. Система решает такие задачи, как определение объемов собранного урожая и общее количество собранных бункеров. Как раз-таки мы видим на примере график сбора зерновых культур в одной из уборочных компаний. На графике четко видно, что работник не всегда заполняет бункер на 100%. Как следствие, не всегда может подавать корректные данные по собранным бункерам. А также в таких случаях мы видим эффективность работы сотрудника и использование техники. При посевных работах данная система поможет рассчитать удельный расход семян и получить карты распределения высева и урожайности внутри поля, предотвратить несанкционированное ссыпание зерна. Как результат оснащения сельхозтехники на предприятии системы Melt Harvest мы получим увеличение эффективности работы и прибыли сельхозпредприятия, сбор и фиксирование объемов урожая при любых погодных условиях, полный контроль над сбором и посевом зерновых культур, получение параметров по уровню и свойств продуктов. Также хотелось бы уделить внимание, если ваши клиенты, аграрии, через буквально несколько дней у нашего партнера, компании Smart Agro, также готовится вебинар. И как продолжение работы нашей системы вам могут рассказать о системе именно зерносушильного комплекса. Система фиксирует не только поступление урожая на весовую, но и перемещение внутри предприятия. Склад, зерноочистительный комплекс, сушилка. Фиксация лабораторных данных, то есть качество зерна, отслеживание чистки и сушки продукции, распределение урожая по складам. Главной задачей системы является фиксация урожая, исключение хищений, грамотное планирование и распределение логистических перемещений, а также оперативная информация о качестве и количестве урожая. Если вас заинтересовала также и эта система, мы направим контакты и ссылку на данное мероприятие. Вкратце мы рассказали вам о системе. Теперь я предлагаю перейти к вопросам. Как я вижу, у нас уже начали их задавать. Так, давайте я отключу систему. Так. И давайте начнем с первого вопроса. Будет ли вебинар сохранен? Да, по завершению вебинара вам на почту придет файл для возможности скачивания. Если вдруг какие-то будут неполадки, проблемы, мы дополнительно вышлем его. Можно ли будет считать объем или только сколько бункеров отгрузил комбайн? Объем считать можно. Представьте себе, что данная система работает аналогично датчику уровня топлива. Любой датчик уровня топлива требует тарировку. То есть соотношение уровня к объему топлива. Точно так же можно тарировать и системы измерения уровня сыпучих продуктов. Так как бункер комбайна не прямоугольной формы, и на разных комбайнах они отличаются, то уровень всегда можно преобразовать в объем, но, как на практике показывает, задача достаточно нетривиальная, технически сложная, редко кто ей занимается. Ну, на данный момент мы таких случаев не знаем, но возможность есть. Вот Сергей Гринберг уже отвечает на вопрос. Можно, тарировать бункеры сможете, если все будет работать, так, как говорят коллеги. Так, Сергей Суворов спрашивает, какие данные оператор видит в системе мониторинга? Оператор видит уровень зерна в бункере в шкале от 30 до 4095
единиц. Можно перевести в проценты, в сантиметры, как угодно. Так, при какой минимальной влажности зерна работает сенсор? Нет такого ограничения минимальной влажности. Сенсор может работать, не знаю, даже на воздухе, то есть с минимальной плотностью, с минимальной влажностью любого продукта. Идея в том, что под любую влажность эта система калибруется. Калибровка происходит по концевым сенсорам, по верхнему и по нижнему. Когда продукт доходит до верхнего концевого сенсора, система отмечает это независимо от влажности, потому что концевой сенсор срабатывает на любой продукт, отличающийся от воздуха, и автоматически калибрует его под необходимые свойства продукта. Так, Артем Росликов интересуется, почему калибровка сбивается при отключении системы от АКБ? На самом деле все калибровки и все параметры, которые измеряют системы, записываются в энергонезависимую память системы и каждого блока. При отключении питания и включении все эти параметры считываются из памяти, и система продолжает работать с ранее сохраненными настройками. Датчик позволяет только контролировать объем заполнения бункера? В перспективе мы планируем, мы сейчас в данный момент испытываем математические алгоритмы, и мы планируем ввести туда еще один параметр, который будет коррелировать с влажностью продукта. И по изменению этого параметра, по увеличению или уменьшению, можно будет судить о тенденции в изменении влажности продукта в реальном времени, в процессе уборочной кампании. Так, Александр Коломенский спрашивает, практические кейсы есть уже? Тут, наверное, давайте я отвечу. Александр, дело в том, что в этом году мы пилотировали на ряде крупных предприятий, и так как сейчас уборочная кампания в самом разгаре, практические кейсы именно с адекватной аналитикой будут по завершению. То есть мы сами их очень ждем и обязательно представим вашему вниманию. Я думаю, что в ближайшее время. Так, покажите пример картирования урожайности, построенный с помощью ДУСП. Этот вопрос надо задать специалистам по спутниковому мониторингу, по аналитике. Мы, к сожалению, данную аналитику в рамках нашего проекта не проводим, у нас таких средств нет. Это специфика именно Виолона и производители программного обеспечения. Да, Smart Agro, производители программного обеспечения. Мы обязательно с ними свяжемся, возьмем у них какие-то примеры, графики, будем предоставлять их вам. Ну, я думаю, что можно это будет как раз-таки поместить в кейс в общем. Так, Александр Куцев. Или же можно произвести калибровку бункера и считать конкретный объем. Нужна ли повторная тарировка или калибровка при смене собираемой культуры? Калибровка производится автоматически, а тарировка делается один раз, так как она зависит только от формы бункера, его высоты и так далее. Делается один раз. Если вы это сделаете, то соотношение уровня к объему или, может быть, даже к весу продукции примерно будет сохраняться. Так, как будет влиять влажность зерна на показания измерителя? Влажность зерна влиять будет следующим образом. Если в процессе наполнения одного бункера происходит изменение влажности, резкое изменение влажности зерна, допустим, пошел дождь, и уборочная кампания не останавливается. Я не знаю таких примеров, но чаще всего останавливают. Так вот, резкое изменение влажности естественным образом повлияет на точность измерения уровня, увеличив погрешность. Но когда бункер будет заполнен и выгружен полностью, система заново откалибруется и уже среагирует на увеличение влажности, и следующая загрузка будет уже более точная. Система имеет буфер из 4 последних калибровок, которые она постепенно сглаживает, то есть применяет эти
изменения в течение 4 калибровок. Так, DR спрашивает у нас, каким образом передаются данные на сервер? Данные на сервер передаются с помощью абсолютно любой модели спутникового терминала, который вы используете для мониторинга транспорта. Так, правильно ли я понимаю, что каждый день первое заполнение бункера не поступает в систему мониторинга? Нет, так как все настройки хранятся в памяти, то только самое первое заполнение бункера при запуске системы в работу не отправляется на систему мониторинга. Каждое последующее, каждое утро просто вы первый бункер будете загружать с учетом калибровок, сделанных в предыдущий день. Так, и у Сергея еще один вопрос. Как влияет плавное изменение влажности готовой продукции в течение дня? Если датчик откалиброван утром с более влажным продуктом, то к обеду и к вечеру влажность уменьшается. И тогда, получается, калибровка уходит? Если комбайн стоял и ничего не делал, то, да, допустим, выезжая на поле с влажным продуктом, вы получите большую погрешность, нежели на сухом продукте. Но если уборочная не останавливается, и вы за это время делаете несколько выгрузок из бункера, то автоматически система следит за влажностью и подстраивается в реальном времени, вы разницы не заметите. Так, Артем, вы про картирование сказали 5 минут назад. Насколько я поняла ваш вопрос, вы просили показать примеры картирования. На данный момент в прямом эфире такой возможности нет, но мы обязательно это включим в готовый кейс. Так, и Ильдар интересуется, возможно ли взять оборудование на тест без оплаты и возможно ли будет его вернуть, если не будет работать должным образом. Ильдар, дело в том, что на данный момент политика компании такова, что, к сожалению, бесплатный тест, продукцию мы не предоставляем, так как, ну, скажем так, один прибор можно пилотировать, установить, посмотреть. Все гарантийные обязательства в течение всего периода использования, тестирования мы берем на себя. Если какие-то проблемы будут возникать, то в рамках гарантийного периода мы окажем обязательно поддержку, помощь при настройке, при установке. Поэтому я думаю, что я ответила на ваш вопрос. Так, датчик калибруется только при заполнении бункера под верхний предел. Рассказываю. Так как каждый комбайн, его конструкция бункера особенная, то есть бывают комбайны с откидными бортами, бывают комбайны с раздвижными бортами, бывают комбайны там, без бортов или зафиксированными бортами. Универсальной конструкции не существует. Поэтому верхний модуль системы мы рекомендуем ставить в верхней части бункера на неподвижный элемент конструкции. То есть получается, что верхний концевик будет стоять не на 100% заполнения бункера, а примерно там, на 70-80%, а над ним уже делается гибкий переход на откидной борт, и электрод продолжает до верхнего, не знаю, до 100% заполнения бункера. Таким образом, система калибруется при заполнении бункера до верхнего блока, и это на практике 70-80%, не обязательно до 100%. И вообще, как бы из практики мы знаем, что не каждый механизатор заполняет бункер до 100%. Некоторые заполняют до тех пор, пока зерно на крышу не посыпется, а некоторые процентов там 80-90%. И этого достаточно. Так, а данные влажности передаются по протоколу ЛЛС или возвращаем в регистратор только данные уровня? Данные по влажности мы планируем поместить в протокол ЛЛС вторым параметром. Как всем известно, в протоколе ЛЛС 3 параметра. Это уровень, температура и третий параметр, он не задействован нигде. В старых дутах он использовался для отображения частоты. Ну вот мы его задействуем для отображения вот этого параметра, коррелирующего с влажностью. Так, и у Дияра возник вопрос, как быть в тех местностях, где нет покрытия GSM-связи. А в таких случаях данные не будут передаваться на сервер?
Ну, это задача уже скорее разработчикам спутниковых терминалов, там, к антеннам, к усилителям связи и так далее. То есть система работает как датчик, выдает готовые данные по проводному протоколу в терминал, либо в какое-то любое считывающее устройство. А что оно с ними делает? Записывает, запоминает, выгружает из черного ящика, передает в реальном времени. Мы уже предоставляем полную свободу. Так, у Дениса вопрос. Почему при подключении программы конфигуратора к верхнему блоку нижний блок не видится? И внизу надпись «Статус, нет связи». Значит, нижний блок не подключен к верхнему блоку. Так, Денис, я думаю, Либо что... настройки неправильно выставлены. То есть у нижнего блока есть свой адрес VRS-485, и верхний блок общается с нижним блоком и должен иметь в настройках адрес нижнего блока для того, чтобы он смог к нему достучаться. Денис, если у вас какие-то возникли проблемы при подключении, я предлагаю после завершения вебинара связаться с нашей технической поддержкой и подробно обсудить, как установлен блок и на каком этапе у вас возникли проблемы. Я думаю, что мы сможем это выяснить и, скажем так, ее решить. Так, Александр Бачанцев, спасибо. Так, отлично. Так, коллеги, если еще какие-то вопросы остались, мы будем рады ответить на них. При необходимости предоставить какую-то информацию. Если что, можете оставить свои контактные данные. Так, и у Сергея вопрос. Влажность измеряется в верхнем и нижнем блоке? Система измеряет не влажность напрямую, а некий параметр, на который влияет влажность. То есть, так как система работает по емкостному принципу, то на емкость сенсорных электродов влажность влияет больше всего. И поэтому изменение параметров продукции более чем на 90% зависит от влажности. И поэтому мы будем выводить этот параметр, который не является влажностью, который показывает там количество воды в объеме продукта, а мы будем показывать тенденцию изменения влажности. Если вы ручным измерительным прибором померили влажность с утра готовой продукции и будете видеть тенденцию изменения этой влажности, вы сможете прогнозировать изменения влажности уже в реальном времени в течение дня, без ручных измерений. Так, и Михаил Юсупов спрашивает, если комбайн работает в день с разными культурами, как работает датчик в этом случае? Опять же, при смене культуры в течение 1-2 загрузок система адаптируется под новую культуру, и вы работаете дальше. А как бункеры считаются? Бункеры считаются. На Виолоне, например, вы получите график заполнения бункера, который мы приводили, кстати, в нашей презентации. Он выглядит как медленный рост и быстрый спад, выгрузка. Можно настроить виртуальные датчики, можно настроить аналитику, которая будет считать непосредственно заполнение бункеров там, до определенного процента или там, выше какого-то значения. Будет считать непосредственно количество бункеров. Но на практике я знаю, что количество выгрузок, количество бункеров определяются контролем механизмов выгрузки, контролем шнека, контролем кнопок и системы управления комбайном. А если вдруг механизатор комбайна не будет наполнять бункер до верхнего блока, а при выгрузке не освободится нижний блок, будут ли идти показания в терминал системы мониторинга и какие данные? Да, показания будут идти, но эти данные будут рассчитаны на основе предыдущих калибровок. Так, сколько по времени занимает монтаж системы? Ну, на практике монтаж одной системы занимает около 2 часов. Если мы приобретаем систему сейчас, после доработки и появления параметра влажность, нужно будет менять прибор? Нет, прибор имеет возможность обновления программного обеспечения, и мы внесем некоторые дополнения, вы просто обновите ПО, и все будет работать. Так, со всеми трекерами интегрирован? Так как мы используем стандартный протокол датчика уровня топлива, поэтому
90% трекеров на рынке поддерживают этот протокол, и, естественно, наша система будет иметь возможность с ними интегрироваться. Так, погрешность 3%, как считается? Это относительная погрешность от общей высоты бункера. Так, я надеюсь, мы ответили на ваш вопрос. Так, коллеги, какие вопросы еще остаются? Мы ждем и с радостью на них ответим. Так, что-то у нас пока вопросов нет. Давайте еще пару минут подождем, может быть, кто-то еще печатает и не успел еще отправить нам. Но в любом случае, если какие-то вопросы останутся неотвеченными вдруг, либо недостаточно обширно мы на них ответили, наши коллеги из технической поддержки работают ежедневно с 8 утра до 8 вечера по московскому времени, и можно к ним обратиться. Так, как вы насчет погрешности? Сейчас отвечу на вопрос. Погрешность в измерении уровня зерновой продукции – это достаточно сложная задача по отношению к измерению уровня топлива, гораздо сложнее, так как топливо, оно является стандартным продуктом с фиксированными параметрами, которые в ГОСТе прописаны и всеми соблюдаются. Поэтому датчики уровня топлива всегда работают примерно в одной и той же среде, и параметры этой среды у них не меняются, не считаются стабильными всегда. Единственный случай, когда эти параметры могут изменяться, это переход с зимнего топлива на летнее, с летнего на зимнее. И эти ситуации чаще всего обрабатываются математически, на галлоне, или где-то там подстраиваются какие-то калибровочные параметры, но так или иначе ступенька есть. Так вот, зерно в процессе заполнения бункера может менять свои свойства очень сильно, и поэтому обеспечить погрешность в 1% только из-за этого практически невозможно. Мы обеспечиваем эту точность в 3%. На практике мы уже проводили испытания, система катается на комбайнах, производится уборка, и 3% – это реальная цифра погрешности именно уровня зерна в бункере, который мы получили на практике. То есть в процессе уборки, в процессе заполнения одного бункера свойства зерна меняются настолько, что нам позволяет дать такую точность. Если, не знаю, свойства зерна будут меняться быстрее и сильнее, просто чисто технически невозможно ее более точно измерить. Так, есть ли уже обратная связь? Да, обратная связь есть. Мы на связи с теми предприятиями, которые уже установили, либо планируют установить, потому как не всегда есть возможность сейчас быстро получить технику для установки. Все заявленные нами критерии прекрасно работают, но вот я говорю, мы ждем сейчас именно аналитику от уборочных компаний, поэтому недостаточно каких-то единичных выездов в связи с погодными условиями. Скажем так, есть вот ряд проблем, по какой причине мы пока еще кейс не выпустили. Так, больше вопросов появится через пару дней, когда начнется уборка урожая. Да, согласны, и, скажем так, мы готовы давать обратную связь, мы готовы помогать, если какие-то есть недопонимания, если что-то есть непонятки с графиками и так далее. То есть мы на связи всегда. Не совсем по теме, но хотел такой вопрос задать. Свой-чужой. К этой системе можно дополнить, я думаю, есть ли она у вас, чтобы комбайн не сгружал другим авто? Ну, система определения свой-чужой – это какая-то отдельная функция системы контроля и управления комбайном. Вот мы, насколько я знаю, на данный момент не предлагаем такую продукцию. Вот. Я думаю, что наша система измерения уровня, как обычный датчик, можно добавить в любую систему контроля и измерения любого другого производителя, подключить к любому трекеру, как обычный датчик. Так, можно ли щебнем, и следующий вопрос, цемент контролировать можно? Очень интересные вопросы. В
теории и с щебнем можно, и с песком можно, и с цементом можно. Вопрос только лишь в том, что эти продукты, цемент и щебень, они очень тяжелые, грубые, имеют большую фракцию, поэтому необходим особенный конструктив этой системы. То есть это нужны какие-то очень прочные корпуса, очень прочные сенсоры, очень надежные крепления, способны выдерживать огромный вес. На данный момент мы таких конструктивов пока еще не разрабатывали, но смотрим в эту сторону. Так, техподдержка, телефон, телеграм, имейл. Да, мы вам предоставим обязательно, с вами свяжется менеджер. Техподдержка работает как по телефону, так и во всех мессенджерах, по имейлу, то есть где вам будет удобней. Так, щебнем, наверное, оторвет все приборы и сломает их. В современном исполнении в пластиковых корпусах, конечно, никакой щебень грузить нельзя, просто поломается. Так, химию всякую. Химию, я думаю, вы имеете в виду удобрения или что-то в этом роде, сыпучие. Я думаю, что тоже можно. Опять же, влажность этого продукта, допустим, какого-то там минерального удобрения, нужно будет либо знать заранее, либо произвести несколько загрузок-выгрузок, чтобы система адаптировалась. То есть я, честно говоря, из практики пока не знаю, как это будет выглядеть. При загрузке этого минерального удобрения гарантируется ли его какая-то стабильная влажность или нет. Или оно стояло на улице, оно стало влажным, засыпали после дождя. Ну, естественно, система потребует несколько раз загрузить, выгрузить, тогда она адаптируется. Надо это кому или нет, честно говоря, не знаю. Помимо зерновых, был опыт измерения каких-либо других сыпучих продуктов? Опыт был чисто лабораторный в качестве испытаний, естественно. Мерили все от любого типа зерна, пластиковых гранул, какую-то, не помню еще, щебенку тоже мелкую мерили, песок. Это все меряется. Опять же, весь вопрос к влажности. Так, добрый день. Если нет возможности предоставления оборудования для теста, есть ли возможность предоставления доступа к учетной записи реального пользователя, который уже использует данный продукт для просмотра графиков и в целом работы оборудования? Руслан, мы как раз-таки кейс планируем сделать в виде видеообзора. То есть именно в реальном времени будет показано видео какого-либо объекта и как раз-таки графики и заполнение бункера, то есть и опустошение. К реальному пользователю, наверное, нет, потому как это необходимо согласовать с компанией, и не каждая компания даст, скажем так, возможность просмотра всех каких-либо своих объектов, я думаю, понимаете. Можно ли устанавливать систему на наемную технику, как это реализовано? Установку системы на наемную технику мы пока не практиковали, но задача стоит только лишь в области монтирования элементов этой системы на какой-то легко съемный элемент конструкции. Взять, не знаю, металлический профиль, смонтировать на него блоки, смонтировать линейный электрод, и всю эту конструкцию целиком можно будет ставить, закреплять в бункере, потом снимать, переносить куда-то еще. Наверное, можно. Это вопрос уже к интеграторам, вопрос к монтажникам, как они смогут это реализовать технически. То есть сама по себе система ограничений таких не имеет. Если происходит смена культур, можно принудительно перекалибровать датчик команды или придется ожидать плавной смены калибровки 4 заполненными поверх бункера? На самом деле смена культуры не так сильно влияет на показания. Это не в разы какое-то изменение свойств. Это может быть увеличение погрешности с 3% там, до 50% в течение 1-2 выгрузок и всего лишь. То есть ручного управления в реальном времени пока не реализовано. Мы подумаем над этим.
так как система работает в одностороннем порядке, она измеряет и выдает данные. Обратно получать данные от трекера на данный момент пока сложно. Итак, какая на данный момент максимальная длина измерительного электрода? Длина измерительного электрода, она по факту не ограничена, но технически это, наверное, метров 5. Реально. В связи с чем? В связи с тем, что система рассчитана на установку на транспорт, то есть на стационарных объектах нет постоянных выгрузок и заполнений частых, и поэтому система не может калиброваться на стационарные емкости, которые заполняют один раз в полгода и опустошают потом медленно. Поэтому данное применение мы не рассматриваем. Так, Михаил, добрый день, благодарю за вебинар. Если проблема несанкционированного ссыпания зерна решена системой свой-чужой, блокировкой шнека, какую проблему решает система? Ну, одну из проблем, это как раз-таки, которую мы осветили в презентации, то есть есть ряд предприятий, в которых механизаторы отчитываются за каждый заполненный бункер. И, допустим, механизатор заполняет бункер на 80%, а отчитывается как за полный. Соответственно, оплата идет как за полный бункер, ну и, соответственно, здесь идет оценивание эффективности работы как сотрудника, так и техники. Это вот один из примеров. Ну и на практике, насколько мне известно, блокировка шнека не всегда останавливает механизаторов. Там некоторые манипуляции с проводами, с клапанами, с гидравликой решают эту проблему, и система мониторинга может это не заметить. А система измерения уровня заметит изменение уровня, будет ступенька на графике, вы это сможете проанализировать, изучить. Будет ли запись вебинара? Да, запись будет, она будет размещена на нашем YouTube-канале, ну и также будет ссылка всем зарегистрированным на почту после завершения данной записи. Так, если уже есть штатные датчики влажности, бункер оснащен лягушками, а также установлена система свой-чужой, плюс сильная система безопасности на участке. Полезна ли будет система измерения и чем? Штатные датчики влажности, лягушками. Ну, любые лягушки, если их две, то это минимум там и максимум, либо там минимум и 70%. Это, сами понимаете, не график и не уровень. Это просто лампочка, которая показывает, что скоро зерно посыпется через крышу. То есть, не знаю на самом деле. Вопрос стоит в таком ключе, как заинтересовать оснащенного до зубов клиента. Честно говоря, надо подумать. Я думаю, тут нам помогут, кстати, интеграторы и вот специалисты по обработке данных. Потому что они все в один голос говорят, что это полезно, и график уровня в бункере можно применять, можно из него аналитику делать, можно из него даже высчитывать вес и контролировать его на весовой. То есть, когда машина приезжает на весовую, мы уже знаем количество бункеров, выгруженных в тот или иной транспорт, уровень заполнения каждого из этих бункеров и примерно его вес, и это можно сопоставлять. То есть, по пути пропало ли что-то или нет. Так, и мы ожидаем следующих вопросов. Да, вопросы достаточно интересные. Ну да, если все есть, чем еще заинтересовать? На следующее. Так. И пока мы ждем, когда нам придет следующий вопрос. Благодарю. Спасибо вам за вопросы, за вашу активность. Если вы придумаете какой-то совершенно новый, экстраординарный способ применения измерителя уровня зерна в бункере, обязательно нам сообщите. Михаил, да, поделитесь своими мыслями. IP какой? IP65. Да, это обычные герметичные корпуса пластиковые с резиновым уплотнителем IP65. То есть топить их в воде нельзя. Дождиком поливать можно. Так. Давай мы еще пару минут подождем.
Ну, да. И, в принципе, были уже попытки саботажа. Фактически саботажа пока еще не выявлено, но вот выявлены были как раз-таки недосыпания, но при этом отчеты за полный бункер. В мороз что будет с трубками? Какими трубками? У нас в конструкции трубок нет. У нас, то есть если речь идет про электрод измерительный, то это не трубка, это не полый электрод, это алюминиевый изолированный электрод. То есть у него внутри вода не затекает, и ничто внутри не попадает, он герметичный. И, как бы в мороз ничего с ним произойти не должно. И все корпуса пластиковые, все блоки, они заполнены компаундом, они герметичные, и от влаги конструкция пострадать не должна. Так. Вопросы у нас, наверное, уже у коллег заканчиваются. Так. Ну, нужно предоставить им время подумать до следующего раза. При каких условиях система окупит свое наличие? При каких условиях? При каких условиях датчик уровня топлива окупает свое наличие? При условии, что воруют, и это воровство потом прекращается. Например, то же самое с нашей системой. Если есть потребность ее применения, если есть потребность контроля, то, как говорят некоторые специалисты, стоимость системы равна 2 бункерам продукции, и окупить она себя может легко. Ну, наверное, каждое предприятие сейчас хочет видеть прозрачным любой процесс, в том числе и сборки урожая. Видеть, сколько собрано, сколько привезено, и то есть как и установка датчиков уровня топлива, если мы уже на примере них говорим, так и уровень зерна в уборочную, наверное, большая часть хочет контролировать процесс, скажем так, интерес у аграриев к данной системе есть, потому как проблемы тоже есть. Режим работы температурный. Температурный режим стандартный, промышленный, от минус 40 до плюс 80, но убирает ли кто продукцию в минус 40, я не знаю. Но чаще всего мы рассчитываем на обычные уличные условия по всем широтам нашей страны, от севера до юга. Планируемый срок окупаемости приблизительно. Ну, за одну уборочную кампанию несколько раз может себя окупить данный прибор. Большое спасибо за презентацию, интересная информация. Да, можно ли вывести дисплей в кабину комбайна с данными от этого датчика? Если у вас есть дисплей, который работает с трекером и может любой параметр из трекера выводить на дисплей, то точно так же, как любой датчик уровня топлива, можно вывести параметр с нашей системы измерения. Александр Усенков спрашивает, насколько я понял, эта система соединяется с навигационным терминалом с помощью кабеля, или же она передает данные через Bluetooth? Естественно, с помощью кабеля, с помощью интерфейса RS485 по протоколу LLS. Bluetooth там работать не будет под зерном. Так, и еще вопрос. Возможность и нормальность отрабатывания на самосвалах. На самосвалах. Ну, там много таких нюансов, таких как засыпание зерна с одного угла больше, с другого меньше, в середине больше, по углам меньше. Поставить сенсоры нашей системы посередине кузова вряд ли получится, поэтому наверняка они будут стоять там слева, справа, спереди, сзади где-то. И прогнозировать уровень будет сложнее. Все же у комбайна бункер, он поменьше, он практически закрыт, и зерно там доставляется шнеком, который рассыпает его более-менее равномерно по всему объему. Он как-то пломбируется? Он как-то пломбируется. Да, запломбировать блоки проблем не составляет, но даже если вы их откроете, можно максимум что вывести из строя. Сломать можно все, что угодно. То есть, естественно, закрытые блоки, герметичные и пломбируются наклейками
неразрушаемыми такими, неснимаемыми. Любой факт вскрытия можно будет обнаружить, конечно. А в разбрасыватель минеральных удобрений можно поставить этот датчик? Агрессивная среда его не испортит? Насколько она агрессивная? Ну, у нас такого опыта пока что нет. Мы обязательно в эту сторону подумаем и, наверное, попробуем. Насколько агрессивна эта среда к элементам конструкции, я точно не знаю, но корпуса пластиковые, электроды покрыты пластиком, все герметично и заизолировано. Кабели, естественно, тоже пластиковые. Вряд ли там что-то произойдет серьезного. Я думаю, попробовать можно будет. Что будет, если произойдет окисление центральных электродов? Что вы имеете в виду под окислением? То есть электрод герметично входит в блок через гермовод, внутри супернадежно фиксируется механически и электрически. Вот. А снаружи электрод покрыт пластиком, полиэтиленом, торец его заизолирован по инструкции клеющейся термоусадкой. И даже если электрод, то есть будет нарушена изоляция этого электрода, и он начнет окисляться, на работу это никак не скажется. То есть пока он свою электрическую проводимость не потерял, пока он просто не сломался пополам и не оторвался, работать он будет. Так, Павел, приветствую. Большое спасибо за вебинар. Очень приятно вас видеть и слышать. Подскажите, пожалуйста, есть ли рекомендации по установке на отдельные модели комбайнов? Какие-то особенности монтажа на определенные виды техники? И, может быть, есть уже готовые инструкции по моделям? Готовые инструкции по моделям мы пока еще не выпускали, не успели просто перебрать все модели комбайнов. Мы уже производили монтаж и на импортные комбайны, и на отечественные комбайны. Даже у одного производителя комбайнов конструкции бункеров очень сильно отличаются, конструкции откидных бортов отличаются. В некоторых предприятиях эти борта складывают каждый день, а в некоторых они стоят открыты постоянно, и их просто не складывают. Естественно, все эти вопросы должны решаться на местах монтажными командами, но система имеет в комплекте гибкие переходы, специальные для того, чтобы прокладывать сенсорный электрод через места сгибания бункера, там, где находятся петли. То есть электрод доходит до петли, до места, скажем так, излома, ставится гибкий переход, и электрод продолжает идти по борту, по откидному борту до самого верха. То есть это предусмотрено, и в принципе длины всех электродов, которые идут в комплекте, достаточно, чтобы смонтировать практически на любой комбайн. Так, я надеюсь, Дмитрий ответил полно на ваш вопрос. Так, ну давай еще пару минут посмотрим. Сложно ли монтируется и есть ли обучение? Ну, самое сложное в монтаже – это, наверное, умение сверлить отверстия в бункере, закручивать саморезы. На самом деле все просто прикручивается, и электроды отрезаются, откусываются, изолируются, кабель протягивается, к терминалу подключается, и все. Ну да, в мануале есть, в принципе, подробная инструкция. В инструкции по эксплуатации этот процесс описан на словах, есть картинки, которые проясняют принцип монтажа, ничего сложного там нет. В чем принципиальное отличие от датчика стороннего производителя? Что же такое датчик? Не знаю, что это за датчик. Принципиальное отличие – это то, что у нас датчик учитывает влажность, температуру и автоматически перекалибруется. Ни один из производителей на данный момент нам такой неизвестен. Это один из моментов. На что крепится электрод? Электрод крепится на специальные пластиковые изоляторы, которые, в свою очередь, крепятся саморезами к стенкам бункера или к каким-то металлическим конструкциям. Насколько надежно крепление и какой ориентировочный срок службы в эксплуатации? Крепление электродов и корпусов соответствует нагрузке. То есть любой тип зерновой продукции
загрузка с любой скоростью, выгрузка, естественно, не разрушает эту систему, она выдерживает. Но, само собой, если ногами прыгать, можно и сломать все, что угодно. Так, ориентировочный срок службы эксплуатации. Какой мы там мы 7 ориентировочный? лет заявляем, да. Да, то есть срок службы, наверное, будет ограничен просто механическими свойствами или составляющих компонентов, прочностью корпуса, стойкостью его, не знаю, там, к ультрафиолету, к жаре и к погодным условиям. Корпуса используем фирменные, пластик очень прочный, фирменный, то есть 7 лет вполне реально, почему нет. Так, коллеги, ждем, если какие-то вопросы остались, готовы ответить. Благодарю вас за активность. Очень много ценных вопросов, которые, в принципе, и нам интересны будут в некоторых моментах, то есть в виде обратной связи от компаний, которые устанавливают, потому что даже такой же кейс, все-таки нам нужно получать данные от тех, кто непосредственно работает с этой техникой. Итак, Андрей спрашивает, на примере комбайна, который может убирать с закрытым и открытым бункером. При наполнении закрытого бункера показания будут идентичны показаниям открытого бункера? Ну, вы же понимаете, что нет. Если бункер открыт, если борта приподняты, то электрод, располагаемый вертикально, будет измерять уровень зерна, который насыпается до уровня бортов и выше. Если мы борта складываем, этот электрод будет располагаться горизонтально, естественно, заполняя бункер, произойдет в конце графика произойдет резкий скачок, так как вот этот горизонтальный участок электрода очень быстро весь целиком засыпется. То есть в таких случаях я предполагаю, что систему надо дополнять датчиком положения бортов. То есть если у вас стоит датчик, который показывает в системе мониторинга борт поднят или опущен, открыт или закрыт, то вы можете уже как-то фильтровать эти данные. То есть если у вас борт закрыт, то ваша система мониторинга, допустим, будет отрезать верхние 20-30% от показаний датчика уровня. То есть как-то это дело актуализировать. Ну, это вопрос обработки данных, это не вопрос датчика. Так, спасибо большое за ответы. Часто приходится иметь дело с ремонтом уже установленного оборудования. Вопрос, насколько взаимозаменяемы компоненты конструкции? Нужно ли будет монтировать всю конструкцию заново, например, при выходе из строя измерительного электрода? Измерительный электрод – это заменяемая деталь. Она очень простая, дешевая и меняется очень быстро. Вот. Сами блоки, они герметичные, они, скажем так, в полевых условиях не ремонтируются, естественно, но они все взаимозаменяемы легко. То есть верхний блок от нижнего отличается количеством входов, количеством гермоводов в корпусе. И если у вас, допустим, выходит из строя верхний блок, вы просто заказываете у нас верхний блок, меняете его, и при монтаже даже верхний блок следит за программным обеспечением нижнего блока. Если они отличаются, то верхний блок автоматически обновляет в нижнем блоке, настраивает связь, и они продолжают работать, как и прежде. Зачем система двойная? Система двойная для того, чтобы была возможность иметь два концевых сенсора, разнесенных друг от друга. Один нижний, другой верхний. И два линейных электрода в двух блоках работают по разные стороны, допустим, бункера или с каким-то расстоянием между собой и усредняют значение уровня для большей точности. Так, я надеюсь, мы ответили на ваш вопрос. Так, больше я пока не вижу заданных. Коллеги, не стесняемся.
очень много интересных вопросов, связанных и с монтажом, и с применением. Спасибо за вопросы, очень интересные. Так, спасибо за вебинар, ждем кейсы. Да, мы обязательно их разместим и в наших соцсетях, ссылки, обязательно о них расскажем, на сайте обязательно покажем. Поэтому следите за новостями, как говорится, ставьте лайки, подписывайтесь. Так, ну, наверное, вопросы у нас заканчиваются. Спасибо, ждем видео. Обязательно отправим. Коллеги, большое вам спасибо за участие в нашем вебинаре. Спасибо, что были с нами, что были такими активными, что задали столько вопросов. Хорошего вам дня, и мы вам всегда рады. Всего доброго. До свидания.